Приветствую тебя, коллега. Ты на канале Веселый инженер. Давай на чистоту. Задумывался ли ты когда-нибудь, почему одна турбина собирается месяцами, а миллионы смартфонов вылетают с конвейера каждую секунду? Сегодня я проведу тебя за кулисы великого машиностроения. Мы разберем самую суть, кровеносную систему любого завода. Это типы производства. Я покажу тебе вещи, о которых не пишут в сухих учебниках. Ты узнаешь, как на самом деле рождаются механизмы, окружающие нас. И знаешь, что самое поразительное кроется в самой первой базовой ступени этого процесса? Сейчас ты это увидишь. Вся мировая промышленность держится на трех китах: единичном, серийном и массовом производстве. Это не просто термины из конспекта, это три совершенно разные философии мышления. Три разных вселенных, если хочешь, со своими законами и героями. Мы пройдем по каждому из этих миров от первого до последнего, шаг за шагом. И начнем мы с того самого места, где каждая железяка рождается в муках и обладает собственной уникальной душой. Как выглядит этот процесс вживую? Давай заглянем в святая святых. Добро пожаловать в единичное, или как его еще называют, штучное производство. Представь, суровый мастер, тот самый дядя с напильником, колдует над уникальной деталью. Здесь образцы не повторяются или повторяются очень редко. Это царство людей с золотыми руками и высочайшей квалификацией, где каждый день новый индивидуальный заказ и какая-то нестандартная задача. Это настоящая магия инженерии, но задумывался ли ты когда-нибудь, какова истинная цена такой уникальности и почему этот подход не используют для выпуска вообще всего на свете, раз он такой прям весь из себя хороший? Ответ кроется в экономике. Штучное производство – это безумно дорогое удовольствие. Номенклатура изделий здесь широчайшая и постоянно меняется. Производственный процесс разорван, оборудование рассосредоточено по разным специализированным цехам, откуда детали потом медленно стекаются на сборку или там ледоделку и так далее. Чтобы сделать одну деталь, завод тратит колоссальное время на подготовку. Цикл тянется долго, а затраты летят просто в космос. Уникальность требует жертв. Это еще полбеды. Представь, как нужно проверять качество, когда каждая деталь существует в единичном экземпляре. Этот этап таит в себе еще один подводный камень. В единичном производстве контроль качества – это ручная работа. Контролерам приходится проверять абсолютно каждое готовое изделие. Нельзя взять одну деталь на пробу из партии, ведь партии просто нет. С одной стороны, это гарантирует высочайшую надежность. С другой, раздувает затраты на оплату труда этих высококлассных специалистов просто до небес. Ну что делать, если мир вдруг начинает требовать не одну уникальную деталь, а сотни одинаковых, к примеру, редукторов или насосов? Мастер с напильником тут уже не справится. И тогда заводы переходят на иной ритм. Когда спрос диктует свои жесткие условия, на сцену выходит серийное производство. Мы больше не делаем по одной штуке. Теперь мы выпускаем однородную продукцию целыми партиями или сериями, как говорят, в течение четко установленного периода времени. Ассортимент ограничен, но выпуск становится регулярным и предсказуемым. Это уже не творчество какого-то одиночки. Это слаженный заводской оркестр. И в этом оркестре задействованы совершенно другие инструменты, станки и, особенно что важно, подходы. Знаешь, как выглядит типичный рабочий этого серийного мира? Ну, небольшой спойлер, это уже не суровый дед с напильником, но давайте посмотрим, кто это. Обрати внимание на эту симпатичную женщину за токарным станком. Классический образ серийного производства. Станки здесь налажены так, чтобы без лишних переналадок выпускать одну и ту же деталь небольшими, но стабильными партиями. Производственный цикл резко сокращается. Деталь пулей проходит по нескольким операциям и уходит на сборку. Это конвейерная эстетика, где есть свой неповторимый ритм. Но если станки делают одни и те же движения изо дня в день, значит ли это, что рабочий должен быть универсальным гением? Вот тут кроется главный секрет.
В серийном производстве правит бал типизация технологических процессов. Появляются специализированные рабочие места. Оборудование настроено на конкретную операцию, и сложные переналадки просто минимизируются. А это значит, что нам больше не нужны уникальные мастера-универсалы. Достаточно рабочих средней квалификации. Оператору нужно лишь четко знать, где нажать кнопку «Пуск», а где «Стоп». Затраты начинают снижаться, скорость растет невероятно. И качество теперь тоже контролируется совсем иначе. Хочешь узнать, как машина начинает проверять сама себя, исключая человеческий фактор? Тогда оставайся с нами. Контроль качества здесь больше не требует тотального ручного труда с микрометром или каким-то другим прибором. В дело вступает механизация и активный контроль. Специальные приборы сами следят за размерами, детали прямо в процессе или сразу после обработки контролируются. От рабочего больше не требуется активного участия в замерах. Это радикально снижает затраты предприятия и делает процесс более стабильным. Казалось бы, идеальная система, золотая середина. Но что происходит, когда человечеству внезапно требуются не сотни, а миллионы или десятки миллионов одинаковых деталей? Серийный завод просто начинает захлебываться. И тогда пробуждается настоящий монстр. Встречайте абсолютного гиганта, массовое производство. Здесь бал правят колоссальные объемы, жесточайшая ограниченная номенклатура и непрерывность, которая длится годами. Исторически массово детали, различную мелочевку, болты, гайки, шплинты выпускали всегда. Ты просто запускаешь линию, толкаешь процесс, и он едет сам по себе безостановочно. Но в 2020-х годах этот производственный левиафан эволюционировал до неузнаваемости. На современных массовых линиях ты почти не встретишь людей с гаечными ключами. Знаешь, кто пришел им на смену и забрал всю рутину? Готовься увидеть будущее. Роботы. Тотальная автоматизация захлестнула заводы. Машины работают лучше, не допускают человеческих ошибок, им не нужно платить зарплату, и это, скажу я вам, невероятно круто. В массовом производстве степень специализации достигает абсолютного пика. Железные руки варят, режут и собирают с микронной точностью 24 часа в сутки. Но чтобы эта армия механизмов не превратила завод в хаос, пришлось изменить саму суть деталей. Как же заставить роботов собирать сложные механизмы без единого сбоя? Тут в игру вступает жесткое правило инженеров. Это правило – жесточайшая стандартизация и унификация всех узлов и агрегатов. Каждый робот на линии выполняет одну единственную, доведенную до автоматизма микрооперацию. Один скручивает левый болт, другой приваривает правую пластину и так далее. Но не нужно думать, не нужно подгонять детали по месту напильникам. Все элементы идеально подходят друг к другу с первого раза, то есть абсолютная взаимозаменяемость. Но если огромный завод работает сам по себе, а миллионы деталей носятся по конвейерам со скоростью света, кто вообще управляет этим железным легионом? У системы есть свой скрытый мозг. Этот мозг – диспетчеризация производства. Представь себе единый центр, откуда контролируется абсолютно все. Там сидят люди перед огромными мониторами и следят за тем, чтобы все эти прекрасные роботы работали без сбоев и строго по техпроцессу. Это уже не пыльный цех, это похоже на центр управления космическими полетами. Люди здесь не касаются деталей руками, они управляют потоками данных. Но если в цехах нет людей, кто же тогда скажет, годная вышла деталь или это все же брак? Ответ на этот вопрос поражает воображение. Контроль качества автоматизирован на 100%. Человек вообще не участвует в этом процессе. Умные камеры обмеряют продукцию на лету. Каждая готовая деталь получает свой уникальный штрих-код. Считав его, вы можете отследить всю историю, кто, где и когда эту деталь производил, либо роста ее касался. Никаких ошибок, никакой усталости проверяющего. Идеальная прозрачность. Вот такой путь от мастера с напильником до умного завода проделало все наше машиностроение буквально за несколько десятков лет. Но что все это значит лично для нас с вами? Позвольте сделать один финальный штрих. Промышленность – это живой организм, который эволюционирует от уникального штучного шедевра до миллионных тиражей.
Единичное производство дает нам уникальные инновации. Серийное делает их доступными для промышленности, а массовое насыщает мир, делая сложные технологии повседневностью. Каждая вещь, которую вы сейчас держите в руках, прошла через эти концепции. Надеюсь, теперь вы смотрите на привычные предметы глазами инженера. Изучайте производство, любите технологии, и вы увидите скрытую, шестеренчатую красоту этого мира. У меня там все, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки и переходите в мой бусти, там очень много интересных видео. Всем добра. Пока-пока.